Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, добрый день. Литва демонтировала электросети на границе с Калининградом и уже разбирает железнодорожные пути на Чермет. Эстония вводит полный запрет на СПГ из России. Борис Леонидович, что происходит с промышленностью и энергетикой бывшей витрины Советского Союза? И почему же Финляндия легче переносит разрыв с Россией? Максим, ну, по поводу железной дороги можно, конечно, поговорить отдельно, но к энергетике это отношение не имеет точно, им там никакие энергетические ресурсы возить, слава богу, не надо. Передача может быть интересной, потому что по сравнению с 2017 годом сметная стоимость строительства великой дороги Rail Baltic выросла на 40% и сейчас составляет 15 миллиардов евро. Это двухпутная электрифицированная дорога должна возникнуть к 30 году на невероятном маршруте от Таллина до Варшавы. Но это отдельная история, там сейчас уже и расходы на электрификацию появились, при этом, правда, железная дорога не появилась, но это не важно, это отдельная тема для разговора. Что касается Литвы и, собственно говоря, ее соединении со всеми нашими объединенными энергосистемами. Разумеется, это в свое время была объединенная энергосистема северо-запада Союза Советских Социалистических Республик до 1991 года. Я бы предложил даже немножечко проанализировать, сравнить энергобаланс Литвы, не тепловой, а вот сугубо электроэнергия, 24 год и 21, так скажем, до событий, связанных с Днем Красной Армии в 22 году. Мы по-разному отмечаем. Судя по всему, в Европе отметили так, что похмелье было тяжелейшим. И попробуем оценить, было ли авантюрой отключение от БРЭЛ и от Калининградской энергосистемы, или это все-таки было нечто заранее просчитанное, и какие результаты все это дало. Напомню, что кольцо БРЭЛ, из которого теперь 3 буквы исчезли, последняя: Эстония, Латвия, Литва, это такой, на мой взгляд, сугубо политический маневр для того, чтобы потешить политическое самолюбие Эстонии, Латвии и Литвы. На самом деле, как работала объединенная энергосистема Северо-Запада, так она и работала. Никуда столбы не бегали, подстанции не прыгали, вводились новые электростанции, выводились старые, то есть жизнь шла, и все 5 энергосистем чувствовали себя достаточно уверенно. Были зарезервированные мощности, каждый из участников по 100 мегаватт на случай аварии, обрывов линий электропередач и так далее. Для Прибалтики достаточно важно, потому что там ветра, и зимой там достаточно часто всевозможные события происходили. И заодно оценим то, что нам навязывают как пропаганду, критика наших с вами передач, когда мы касаемся Прибалтики, вы обещаете, что мы замерзнем, а мы не замерзаем, ха-ха-ха, какие мы молодцы. Ну, давайте объективно и посмотрим, что из себя представляла энергосистема Литвы на 2021 год и что можно почерпнуть из отчетов Литгрид, так называется их оператор объединенной энергосистемы, за 2024 год. 25-й итоги еще не подвели, появятся, если будет интерес, обязательно расскажем. На всякий случай напоминаю, что Калининградская область в состав БРЭЛ не входила, чем Литва достаточно уверенно пользовалась, при этом под политическим предлогом. Литва была крайне недовольна тем, что строится белорусская атомная электростанция. Она объясняла, что электромагнитные волны оттуда приходят крайне вредные, могут поубивать всех, и на всякий случай отключилась. И, соответственно, тем самым в просак, Никита Михалков объяснял, что это такое, попала, как ни странно, Латвия. Дело в том, что у Латвии нет прямых соединений с Белоруссией, несмотря на то, что есть общий участок границы. Ну, как в советские времена построили, так и было. В результате Литва импортировала электроэнергию из Калининградской области, которая в БРЭЛ не входит и не граничит с Латвией. И уверенно, собственно говоря, Латвия, что могла, то и поставляла. Получалось, правда, плохонько, потому что
собственной генерацией в Литве с момента закрытия Игналинской атомной электростанции дела обстояли не самым блестящим образом. Кроме того, Евросоюз с того момента, как принял в свой состав три прибалтийские республики, готовился к тому, чтобы отключить их от БРЭЛ. Готовился тщательно, готовился долго, денег влито огромное количество, но это, опять же, не наша с вами проблема, просто как факт. Через Балтийское море по дну был уложен кабель в Швецию, мощность 700 мегаватт, ограниченная. Объединенная энергосистема Швеции входит в объединенную энергосистему Северной Европы. Нордпул, она не синхронизирована ни с прибалтийской энергосистемой. Для нее еще в 2004 году, то есть с момента вступления в Евросоюз, придумали название Балтсо. Правда, при этом ничего не изменилось, кроме названия. Тем не менее, синхронизация между энергосистемами Центральной Европы и Северной нет, поэтому линия электропередач воздушная, прошедшая в Польшу, это соединение с объединенной энергосистемой УЦТЕ, аббревиатура, и Нордпул – это кабель в Швецию. Не синхронизировано ни то и ни другое, то есть используются вставки постоянного тока. Поэтому есть ограничение: 700 мегаватт мощность кабеля, 500 мегаватт мощность воздушной линии. Все остальные линии электропередач в 2021 году были в полном порядке. То есть вот такая вводная. Было не очень просто найти информацию, но Литгрид отсчитывается, английский текст есть, можно более-менее перевести. В 2021 году импорт электроэнергии из России 238 миллионов киловатт-часов, из объединенной энергосистемы Калининграда 1,81 миллиардов киловатт-часов. То есть вот то самое, что я только что говорил. Заявляем, что электроэнергия из Беларуси некачественная, и спокойно выкачиваем все из Калининградской области, что Калининградская область согласна продать. Из Латвии поступило 5,1 миллиарда киловатт-часов. Если будет интересно, можем поговорить и про Латвию, и о том, что такое каскад гидроэлектростанций на реке Даугава. Вот один из результатов, повторяюсь, 5,1 миллиарда киловатт-часов. Практически процентов на 40 больше, чем из России вместе с Калининградской областью. Из Эстонии транзитом через Латвию пришло 200 миллионов киловатт-часов. Вот по тому самому морскому кабелю, Нордбал-Линк он называется, 3,72 миллиарда киловатт-часов. И из Польши 0,86 миллиардов киловатт-часов. То есть сказать, что Польша здорово выручает бывший кусочек Великого княжества Литовского, ну, не получится. То есть общий импорт в 2021 году в киловатт-часах 9,5 миллиарда киловатт-часов. Собственная выработка при этом 4,7 миллиардов киловатт-часов. То есть соотношение, если брать общее потребление за 100%, 65,8% это импорт, это по поводу независимости Литвы, и 34,2% собственная выработка. Это 2021 год, повторяю. Теперь, что касается собственной выработки. Тепловые электростанции 1,72 миллиарда киловатт-часов или 36,7%. Имеющаяся в количестве одна штука гидроаккумулирующая электростанция Кроуниская строилась одновременно с Инчуканской, с Игналинской атомной электростанцией, балансировала спрос вот в режиме выработки 0,7 миллиарда киловатт-часов или 14,7% в общем балансе. Есть комплект маленьких небольших ГЭС, в общей сложности 380 миллионов киловатт-часов они выработали. Вклад 8,1%. Вот здесь, внимание, ветроэлектростанция, 2021 год, 1,36 миллиарда киловатт-часов, или 28,9, если в процентах, от общего объема выработки. Вот как-то так.
Есть солнечные электростанции, выработали немного, 160 миллионов киловатт-часов, 3,3% вклада в баланс. То, о чем я, по-моему, уже рассказывал, электростанции на древесной щепе, мы вспоминали про них, когда говорили об энергосистеме Финляндии, здесь тоже есть 160 миллионов киловатт-часов, 3,3%. Новая модная тема биогаз, да, действительно работают со своим поголовьем крупного рогатого скота, 150 миллионов киловатт-часов, 3,2% вклад в общий баланс. Ну и в 2021 году мусоросжигательный завод, по-моему, в Каунасе у них, там совсем немного, 70 миллионов киловатт-часов, 1,6%. Это я на всякий случай, потому что все знают, как лихо работают мусоросжигательные заводы на территории России. Очень неплохо получается. А теперь то, о чем больше всего говорят: поставляли газ, перестали поставлять газ из России, перестали покупать газ из России и так далее, и так далее. 2021 год. СПГ-терминал, регистрационный терминал в Клайпеде, Индепенденс, 1,5 миллиарда кубометров газа. Напомню, что годовая мощность 5 миллиардов кубометров. Не является собственностью Литвы, этот регистрационный терминал взят в аренду у Норвегии. Платить за аренду надо, нагружен он, вот, ну, сами оцениваете. Проектная мощность 5 миллиардов кубометров, реально работал на 1,5 миллиарда кубометров. По трубопроводу поставлено 930 миллионов кубометров, немного из них, как ни удивительно, из Белоруссии пришло 630 миллионов кубометров. Это та самая с советских времен построенная система магистральных трубопроводов «Сияние Севера». В 2021 году она работала вполне уверенно. И 300 миллионов кубометров из Латвии. Сказать, что это латвийский газ, нельзя, по той причине, что у Литвы нет собственного подземного хранилища, используют расположенную на территории Латвии под Ригой небольшая деревушка Инчуканс. Пришлось строить собственную трубу. Латвия, конечно, она очень дружеская страна, но на вопрос: а можно мы будем хранить у вас газ? Конечно. А у нас нет трубы. Тогда не храните. А может быть, вместе построим? Латвия сказала: а мне зачем? У меня хранилище есть, оно работает. Если вам что-то надо, сами строите. Построили. Используется вот в таком режиме. 300 миллионов кубометров. Все. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и в закрепленных комментариях. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Ссылки теперь у вас есть. Перепроверить мои данные вы можете легко. Буду рад любым замечаниям. Сразу говорю, что приму. Я не самый большой полиглот, мог ошибиться в двойных переводах, так что поправляйте. Если тема кажется интересной, можем точно так же пройтись и по Латвии, и по Эстонии, чтобы получить всю картинку наших западных рубежей, северо-западных, я бы так сказал. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Мы с вами две передачи, мы с Максимом сделали две передачи про Финляндию и про Литву. Если есть интерес к Латвии и к Эстонии, пишите. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала — независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть
на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.